Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам один из узоров, который я взяла из книги авторских узоров Хитоми Шида. Чаще всего в интернете этот и подобные узоры встречаются под названием «Крылья ангела». За счет того, что вот эти элементы очень напоминают крылья, по-видимому, здесь и корень названия таких узоров. Их вариантов множество. Я хочу сегодня показать вам один из самых простых в исполнении. Он формируется только по лицевой стороне. Я сейчас говорю о самом узоре. Единственную сложность в данном образце вызывают вот эти ажурные дорожки. В чем их сложность? Это то, что они немножечко долговаты в исполнении за счет того, что здесь идут скрещенные петли, и ажурная вот эта часть выполняется по лицевой и изнаночной стороне. Если хотите, можно петельки заменить лицевыми, как это и сделано вот в этом топе. Еще отличие моего образца от топа состоит в том, что у меня из более тонкой пряжи связан образец, на модели более толстая пряжа. Свой образец я вязала из пряжи хлопок вискоза. Здесь 395 метров в 100 граммах, и вязала я его на спицах номер 2,5. Давайте теперь рассмотрим этот узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Крылышки, явные крылышки. Также можно, кстати, назвать этот узор и сердечками. Вот так он будет выглядеть при вязании от горловины. С моей точки зрения, очень даже интересно и эффектно он выглядит. Изнаночная его сторона выглядит вот таким образом. Этот узор идеально подойдет для выполнения летних вещей. К примеру, вот топ я вам показала. Можно сделать это футболку, кардиган, любую летнюю вещь. Также красиво будет выглядеть платье, но он также подойдет для изделий более теплых, демисезонного джемпера, к примеру, или же если вы вяжете зимний свитер, теплый свитер, но хотите его немножечко сделать элегантнее, нежнее, свежее, можно использовать один фрагмент этого узора как центральный мотив. Тоже будет очень интересно все это выглядеть. Пряжа для вязания этого узора подойдет практически любая гладкая. Можно легкую фантазийную пряжу использовать или же пряжу шнурок. Также можно пробовать очень тонкую ленточную пряжу. Но вот с ленточной нужно всегда быть очень осторожным, и нужно провязывать все-таки образец и смотреть, как тот или иной рисунок ляжет в этой пряже, потому что есть ленточка, которая очень красиво ложится в ажурах, а есть вроде бы и тонкая лента, но вот в ажуре она совершенно никак не смотрится. Еще для вязания этого узора можно использовать пушистые виды пряжи, мохеры, кидмохеры, ангоры, альпаку. Тоже все это будет отлично смотреться в изделии. К спицам этот узор особо не привередлив, поэтому здесь нужно подбирать размер спиц по рекомендациям производителя и исходя из вашей личной плотности вязания. Раппорт данного узора составляет 28 петель в ширину и всего лишь 16 рядов в высоту, что делает его практически идеальным для вывязывания азиатского ростка. Если это, конечно, не сильно толстая пряжа, потому что росток азиатский красиво выглядит, если он не более 4 сантиметров. Ну вот в моей пряже это и будет как раз 4 сантиметра. Итак, вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, вот эту его часть. Если вы вяжете поворотными рядами, то
нужно набирать количество петель кратное 28 плюс 8 петель симметрии. Но так как раппорт достаточно широкий, я буду провязывать без петель симметрии. Я возьму только одну изнаночную петлю, петлю симметрии, чтобы у меня не получились вот эти накиды, дырочки прям около кромочной. Я набрала 31 петлю. 28 это раппорт узора, 1 изнаночная, как я сказала, петля симметрии и 2 кромочные петли. Если вы вяжете по кругу, вы просто набираете количество петель кратное 28. Первый ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель на классическое, то есть чтобы первая дужка смотрела на меня, и провязываю их одной лицевой вот таким вот образом. Далее накид, 1 изнаночная петля, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть развернуты, открыты. Вторая дужка петли должна смотреть на меня, и я их провязываю вот таким образом одной лицевой петлей. Дальше идет разделительная 1 изнаночная. И начинаю вязать основную часть узора. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Как я это делаю? 2 первые петли переношу на правую спицу, за работой подхватываю первую петлю, а перед работой вторую. Вот таким образом я их меняю местами и провязываю все 3 петли одной лицевой. Дальше 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом я провязываю. Вы можете вязать другим способом, как вам удобнее. Дальше идет 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я провязала раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно вам для изделия. Я же заканчиваю ряд 1 изнаночной петлей симметрии и кромочной петлей. В четных рядах основной узор вяжется по рисунку, накиды провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, четные круги провязываются также по рисунку, накиды провязываются лицевой. И вот единственный момент, это как провязывается, это ажурная дорожка. Я второй ряд провяжу вместе с вами, покажу все петли, как я их провязываю. Дальше четные ряды я буду пропускать, так как ажур понятно, как вяжется, дорожку я покажу. Итак, я провязываю лицевую разделительную петлю. Далее изнаночными накиды также изнаночными провязываю до конца этого узора, то есть до ажурной дорожки. Вот таким образом, как смотрит на меня петля, так я ее и провязываю. Изнаночную изнаночной, накид изнаночной, лицевую петлю провязываю лицевой. Я дошла до ажурной дорожки. Вот она у меня. В этом ряду ажурная дорожка у меня 5 петель. Я провязываю 1 изнаночную, делаю накид, далее накид провязываю изнаночной петлей, лицевую провязываю лицевой петлей, накид изнаночной петлей, делаю накид
и изнаночную провязываю изнаночную. Теперь у меня ажурная дорожка составляет 7 петель. Лицевая – это петля симметрии и кромочная петля. Вот таким образом провязывается ажурная дорожка во втором ряду. Раппорт узора самой дорожки составляет 6 рядов. Третий ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Одна изнаночная петля, лицевая скрещенная, накид провязываю изнаночной петлей, лицевая скрещенная, одна изнаночная, лицевая скрещенная, одна изнаночная и лицевая скрещенная петля. Следите за тем, чтобы скрещивание петель в лицевых и изнаночных рядах было одинаковым. Итак, дальше 2 изнаночные, 1, 2, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я также меняю расположение первой и второй петли и провязываю их одной лицевой. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я меняю расположение петель и провязываю одной лицевой. Вы можете вязать любым удобным способом. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 изнаночная петля. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. В четвертом ряду основной узор я провяжу за кадром, а к вам вернусь, когда буду провязывать четвертый ряд ажурной дорожки. Я покажу, как провязываются изнаночные скрещенные петли. Итак, я провязала основной узор. По рисунку накиды здесь провязываются изнаночными петлями. Теперь я буду провязывать ажурную дорожку, где будут изнаночные скрещенные. Изнаночная петля у меня на спице расположена классически, то есть первая дужка смотрит на меня, нить перед работой, спицей я подхватываю вторую дужку и провязываю ее изнаночной петлей. И у меня получается изнаночная скрещенная. Далее лицевая петля, изнаночная скрещенная, провязывают ее таким же образом. Лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая и четвертая изнаночная скрещенная. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. У меня это изнаночная скрещенная. Пятый ряд. Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, лицевая скрещенная. Я ее разворачиваю, чтобы она на спице у меня расположена была классически. И за вторую дужку провязываю лицевую. Таким образом у меня петли скрещиваются все в одну сторону. В моем случае это влево. Дальше идет 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная и последняя, четвертая лицевая скрещенная. Далее идет 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая петля,
1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 изнаночные петли. Раз, два. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. В 7 ряду я ажурную дорожку буду повторять с первого раза. Ее раппорт составляет 6 рядов в высоту. Вот 6 рядов провязаны, и дальше повторяю с первого ряда. И продолжаю вязать основной узор также по рисунку, по схеме. Итак, 7 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, 2, 3, 4, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная и симметрично, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 3 изнаночные петли. Раз, два, 3. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. В 8 ряду ажурную дорожку провязываю точно так же, как показывала это, когда провязывала второй ряд. 9 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, накид провязываю изнаночной, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, накид также провязываю изнаночной петлей и 4 лицевая скрещенная. Дальше 4 изнаночные петли, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная петля и симметрично, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 изнаночные петли. 2, 3. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 11 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная и 4 лицевая скрещенная петля. Основной узор 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная петля и симметрично 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 3 изнаночные. Раз, два, 3. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном вправо,
Я меняю расположение всех петель при необходимости, чтобы не было в изделии никаких ненужных узелков. И провязываю одной лицевой. Далее идет накид, 1 изнаночная петля, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые петли, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная и симметрично, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 15-й, последний лицевой ряд данного узора. Кромочная петля, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, накид провязываю изнаночной, далее лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная, накид также провязываю изнаночной и 4-я лицевая скрещенная. Дальше 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. И вот так вот выглядит один раппорт узора. Чтобы увидеть крылышки, вот эти, нужно провязать еще хотя бы половину раппорта узора. Вот такой интересный вариант этого узора. И если вы ничего еще не вязали с таким или подобным узором, я бы рекомендовала вам попробовать, потому что узор действительно достоин того, чтобы занять почетное место в вашем гардеробе. Всем легких петелек и до встречи на канале!